не только жара, но и вот это горящие леса, они повлияли на то, что по сведениям Комитета по здравоохранению Москвы, только по Москве есть такие данные, у нас по другим городам, к сожалению, нет, но я думаю, что там ситуация не лучше. В несколько раз смертность за это время увеличилась по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда это было. И мы не знаем, какие еще последствия могут возникнуть. Мы говорим о том, что то, что предлагалось нашим людям, вот эти марлевые повязки, как бы считалось, что это может защитить вот от этого смога. На самом деле это, конечно, далеко не так. На Москву и на другие города, и Московскую область просто лег сплошным слоем дым. Вот что такое дым? Мы, как научные сотрудники, называем дым высокодисперсный аэрозоль. И вот два слова скажу, что такое высокодисперсный аэрозоль. Это частицы, которые имеют наноразмер, то есть это размер меньше 1 микрона. Значит, соответственно, в зависимости от того, что горит, какие вещества и выделяются. Они, конечно, имеют различные формы, различную химическую природу и различные размеры. Вопрос вреда их зависит от их химического состава. Но, по крайней мере, это высокодисперсный аэрозоль, это аэрозоли, которые наиболее проникающие, и поэтому они не только трудно задерживаются в фильтрующем материале, но и проникают вглубь организма человека, практически самые святых легкие, туда, где практически они потом не выводятся. Вот эти высокодисперсные аэрозоли можно задержать на сегодняшний день только единственным способом – с помощью электронных фильтрующих материалов отечественного производства или зарубежного производства. Благодаря вот этому электронному материалу удается задержать 99,9% всех частиц. Если сравнивать защитные свойства респиратора и медицинской маски, то они практически несравнимы. Эффективность электронного фильтрующего материала составляет больше 99,9%, тогда как эффективность нетканного материала медицинской маски менее 5%. Поэтому из этого материала сделать какой-то респиратор, защищающий человека, практически невозможно. Говоря о пожарах, нужно сказать, что когда горят торфяники, есть принципиальное отличие от всех этих пожаров. Тут имеется недостаток кислорода, а значит будет выделяться СО. СО – это уже другой вредный фактор, когда горят торфяники. Но когда образуются тонкодисперсные аэрозоли, они легко на себе все сорбируют. Они на себе сорбируют и СО. И СО может вместе с аэрозолем проникать через фильтры, пропадать в легкие. То есть защита от СО – это вообще особая область, потому что никакими респираторами легкими от СО не защититься. Это нужно учитывать. Сейчас вот везде идет торговля ватно-марлевыми повязками. Сегодня я ехал в электричке, продают вам медицинские повязки, говорят, гипоаллергенные. Это можно прочитать на упаковке многих повязок и респираторов, гипоаллергенные. Так вот, я вас могу заверить, что никакие материалы, которые вызывают аллергию, не могут использоваться в средствах индивидуальной защиты. Институт биофизики проверял это многие годы. И сейчас это проверяют. Разные средства индивидуальной защиты предназначены для защиты от разных концентраций. И поэтому, тем более для населения, в информации, в этикетке, в маркировке должно быть четко указано, в каких ситуациях, какие средства индивидуальной защиты, при каких условиях должны применяться. Либо органы власти, обеспечивая безопасность населения, в таких ситуациях должны рекомендовать, в какой ситуации какие конкретные средства индивидуальной защиты надо применить. Вот здесь из разных уст, и со стороны производственников, и со стороны ученых звучало, что надо, чтобы был обеспечен государственный запас средств индивидуальной защиты, что надо провести тендер на закупку и на формирование такого запаса.
Так вот, одним из важнейших условий для того, чтобы этот тендер успешно сработал, не как действие тендера, а как мера, обеспечивающая запасность средств индивидуальной защиты, нужно, чтобы в условиях этого тендера были адекватно сформулированы требования именно к средствам индивидуальной защиты для населения. А вот средства защиты, и в частности органов дыхания, зачастую, как это не прискорбно заявляется, что в работе инспекции труда, применяются работодателями те же самые, которые применяются, и мы их видели, так сказать, и комментировали сегодня специалисты по этому поводу, не защищающие ничего. Но достаточно сказать, что многократные, так сказать, сведения, которые мы располагаем, мы все о том, что вот есть лепесток 5, 200 и так далее, а есть типа лепесток, которые на самом деле себя представляют только реакцию, простите за вульгарность, на самом деле, которая нигде никого ни от чего не защищает. Но работодатель очень активно покупает именно такую реакцию, для того, чтобы потом отмазываться на самом деле от контролирующих органов и предъявляя ее в качестве, так сказать, средства, которые применяются для защиты. Совершенно очевидно следует, что в Российской Федерации существует законодательная и нормативная база, регламентирующая эти вопросы. В Российской Федерации есть производители надежных средств индивидуальной защиты органов дыхания. Соответственно, эти средства индивидуальной защиты, они продаются в свободном доступе и для населения доступны, но совершенно также очевидно, что ситуация, сложившаяся некоторое время назад в Российской Федерации, в крупных мегаполисах, в Москве, она была аномальной, и по оценкам метеорологов, в общем-то говоря, на протяжении длительных периодов времени ничего подобного в Российской Федерации не наблюдалось. Поэтому первый вывод, который мы для себя сделали, и я думаю, что мы эти вопросы еще будем с коллегами прорабатывать из профильных ведомств, в первую очередь при таких ситуациях должна быть совершенно четко отработана система информирования населения. Ведь средства индивидуальной защиты – это, конечно, эффективное средство для защиты здоровья человека, но любые меры должны реализовываться комплексно. Поэтому население должно быть незамедлительно информировано при подобных ситуациях и о средствах индивидуальной защиты, которые должны применяться, эффективных средствах защиты, и о других способах защиты от дыма, тумана, смога и так далее.